Друзья, всем привет! Давно не виделись. Сегодня будет, надеюсь, не очень длинное видео по теме, которую мне давно хотелось осветить. Да, и если вы заметили, сегодня я работаю немножко в другой программе, потому что значочек у нас здесь не синий, а розовый. Эта программа называется Style 3D Atelier, и она отличается некоторыми функциями, которые особо мы здесь затрагивать не будем, но если будет интересно, может быть, сниму видео. Вот. Но мне захотелось именно в этой программе сегодня кое-что сделать. Детский аватар у нас не просто так. Мне от этого аватара, собственно говоря, нужны ноги. И во взрослых аватарах почему-то вот эта вот лодыжка очень с выпуклыми костями. И мне это не нравится, потому что сегодня я буду делать, отгадайте что? Носки. Я давно хотела сделать носки, потому что они мне самой нужны в разных проектах. И вот сегодня буду делать носки. Итак, погнали. Значит, что я сделаю для начала? Берем прямоугольник. Так, высота, ширина 20, высота 14 плюс 10, 24, где-то так. Дальше откладываем internal isoline 10 линию. Дальше x. Здесь я разделю. Здесь я add internal isoline где-то на 10 сантиметров линию. И она мне нужна не до самого края, а вот до internal line. Поэтому я сделаю следующим образом. Trim nearest internal line. Все. Дальше мне нужно поставить здесь x 14. Я потом эту точку уберу, а пока что нам не нужна. И вот эту линию я сделаю, пока я никак не буду делать. X я тоже здесь поставлю. И вот что мне нужно сделать. Shift F. Располагаем это вот здесь. И сшиваем следующим образом. Вот так. Но перед тем, как сшить, я все-таки вот эту линию таки разрежу. Cut. И я ее дотяну до 14. Все. Так, что у нас получается? N. Да, тут все сшиваем. И окей. Да, в дефолтной ткани нам нужно выбрать пресет Trim Scale Laser. Можем отрубить эти штучки. Отлично. Только теперь да, нам нужно сделать вот так. Проблемка. Так, давайте вытащим Select Mesh. Я это вытащу наружу. Ага, супер. Дальше парня нам нужно поднять, чтобы он был немножко над землей. Для этого я увеличу ему расстояние по Y. Так. Мне бы хотелось, чтобы у нас сетка была квадовая. Ну, не просто квадовая, а есть Quad Basic. Если вы работаете просто в Style 3D, то там есть только Quad Basic, а здесь есть Quad. Потом в дальнейшем покажу, в чем разница. Дальше что нужно сделать? Нам нужно запихать вот эту вот часть вот сюда. Так.
Да, и сюда. Теперь нам нужно сшить следующее. Вот это и вот это. Теперь Q. Могу я сделать хотя бы 99? And. Могу. А прям еще повыше могу? Не смогу. Ладно. Так, хорошо. Вот мы натянули наш носок. Заготовку нашего носка. Нам бы сейчас уменьшить particle distance. Я, наверное, буду работать на 4. И, наверное, я буду работать на аккуратной симуляции. Угу. Дальше. Ну, в целом меня все это устраивает. Окей. Дальше нам нужно сделать пятку и носок. Значит, ширина. Давайте сделаем такой кусок. Ширина 10, высота, наверное, 8. Тоже 4 миллиметра. Сразу сетка квадровая. Дальше выставляем точку здесь. Это отодвигаем, по-моему, на 3 сантиметра. И это отодвигаем тоже на 3 сантиметра. Да, оно самое. Дальше, чтобы у нас здесь была нормальная сетка, потому что здесь будет линия сгиба, я делаю internal line. И вуаля. Значит, давайте покажу, чем отличается квадровая сетка от базовой квадровой. Если я поставлю базовую, то она вот так вот квады расположит. Если я поставлю такую, то она расположит их очень аккуратно. Теперь, что с этой пяткой делаем? Давайте ее Shift-F куда-то сюда припрем. Сюда она нам нужна. Теперь делаем следующее. Сшиваем в 3D окне, чтобы ничего не ошибиться. Ну и куда ж ты? Ой-ой-ой, я ж хочу сшить с нижней. О, все, получилось. И сшиваем это с этим, а это с этим. Опа. Вуаля, пятка получилась. Прекрасно. Теперь нам нужно сделать носочек. Сделаем следующее. Вернее так. Offset Pattern Outline на 3 сантиметра мало? Или на 4 все-таки? Ладно, давайте сделаем на 4. Дальше нам нужно сделать сужение. Так, а я вам не показываю горячие клавиши. В общем, чтобы заузить вот эту линию, из контекстного меню делаем Change Lens. А я вызываю горячими клавишами. Ставим в 2 стороны. Я ставлю 6. Окей. Делаем то же самое здесь. Offset Pattern Outline. Опа. Что случилось? Extended у меня. Так, еще раз. Offset Pattern Outline. Extended не надо. Не то. Так. Перпендикуляр. Перпендикуляр мне нужен. Дальше. В обе стороны. 6. Окей. Дальше. Мне нужно сшить. Ну, собственно говоря, я могу просто продлить вот эти швы. И все. Опа, прекрасно. Теперь вытаскиваем
mesh не то. Ой. Давайте по очереди. Так. Ну, уже практически. О, супер. Так, что в носках не похоже на носки? Давайте посмотрим на сетку. Так, mesh. Значит, в носках нам точно не нужны швы. Носки обычно же их вяжут, правильно? Поэтому мы сейчас избавимся от швов. Значит, что мы делаем? Давайте я уберу толщину, во-первых. А во-вторых, настроим сейчас все швы. Так. Выделяем все швы. Выставляем силу на 50. 180. Это все убираем. Это убираем. Это убираем. Это на 0. Все. Сеточка идеальная. Что бы я хотела сделать еще? Мне бы хотелось сетку-то тут поправить. Так, тут я так сделаю и вот так. Дальше. Здесь и вот здесь я поставлю Divide Mesh. Дальше здесь Add Internal Isoline где-то на сантиметра 2. И тоже поставлю Divide Pattern. Так. Потом расскажу, зачем мне это надо. Так, еще раз просимулировали. Прекрасно. Дальше. Нам нужно... У нас сейчас носок больше похож на какой-то валенок. А нам нужно, чтобы он был больше похож на носок, который обтягивает ногу. Но прежде чем мы это сделаем, давайте Shift-C. Так. Я скрою это все. А хотя ладно, пусть будет. Я сделаю следующую операцию. Циркумференс тейп. Господи, я не знаю, как это читается, но в общем, снизу 3-й пунктик. А, кстати, вот она у меня есть, эта линия, я ее уже делала. Но давайте я еще раз ее сделаю. Как она у нас делается там? Это, наверное, нет, пином я не уберу. О, эдитатор type. Давайте я уберу ее. И сейчас покажу, как это делается. Значит, берем вот это, ставим одну точку, вторую точку, примерно вот так вот, третью. И у нас появляется линия. Зачем она мне нужна? Я сейчас к этой линии пришью... приотачу наш носок. Все. Чтобы наш носок никуда не сдвигался. Теперь я хочу этот носок настроить следующим образом. Мы его сейчас будем ужимать. 95, 95. Возможно, даже меньше. По вефту может быть 90. Да, вот он. Ужался. И в целом-то выглядит и неплохо. Знаете, что хочется сделать? Хочется вот здесь вот поднастроить сетку. Для этого я выделю вот это место. А, кстати, хочется сделать на полсантиметра меньше. Да. Так, и сейчас кое-что сделаю. Значит, беру я вот это вот, выделяю Add Internal Isoline на 0,4 сантиметра.
Так, extended надо, мне не надо. Да, пофигу. Окей, дальше. X. Выставляю здесь точку. Здесь, здесь и здесь. Зачем я все это делаю? Для того, чтобы чуть-чуть поправить сетку. Значит, вот здесь я делаю вот такие направляйки. И у нас здесь по-другому располагаются квады. А теперь, чтобы я не цепляла эти все внутренние линии, я сделаю следующее. Log all internal lines. И теперь я могу просто хвататься за это, и я не сдвину внутренние линии. Давайте еще раз отсимулируем. Отлично. Мне нравится здесь носочек. Прекрасно. Давайте накидаем на него... вот проблемка. Значит, еще раз unlock all internal line. Вот здесь я забыл убрать точку. Все. Log all internal lines. Окей. Супер. Давайте посмотрим на translucent. Так, провисает носок на носке. Значит, давайте еще тут попробуем на 90. И, наверное, здесь вообще 85. Или 80. Чтобы у нас прям хорошо так сел он. О! Супер. Translucent. Вроде бы обтянул носок нашу ногу. Прекрасно. Давайте посмотрим еще раз, как бы выглядела сетка, если бы я использовала не квадовую, а базовую сетку. В общем, видите, здесь что происходит? Такая история. Здесь вот такое вот. И вот, собственно, ради вот этой сетки, вот этой ровненькой квадовой сетки, я сюда и пришла, в эту программу Style 3D Atelier. Она также доступна по триалу, как и Style 3D, все те же условия, все то же самое. Теперь давайте сделаем наш носок красивым, а не просто белым. Что бы я хотела? Давайте вытащим сюда пару тканей каких-нибудь прикольных. Так, нам нужно рибана. Думаю, подойдет. И нам нужно что-то вязаное. Что-то вязаное, это не похоже. Или похоже. Ну, давайте попробуем. Вот это. Что еще тут есть? Вот это прикольно. И что еще тут есть? Но это нет. О, вот это подойдет еще. В общем, что делаем? Выделяем все и назначаем сначала рибану. Assign. Дальше. У нас вот эта часть можно воспринимать на себя. Да, кстати, у всех этих паттернов давайте сразу, вернее, у тканей назначим пресет другой. Пресет у нас должен быть Laser White. Нет, подождите, не Laser White, а Trims Co-Laser. О, да. Дальше у нас чуть-чуть вылазит аватар, да. Порешаем это следующим образом. Значит, у пресета поставим thickness 1 мм. Это раз. У всех, причем, которые будем пробовать. О, ну, в принципе, это решило вопрос. Теперь давайте красоту наведем и кидаем на вот эту часть любой из наших материалов. Такой или такой. Ну, этот вообще просто никакой. Или такой. О, вообще отлично. Все, носки готовы. Дублируем.
Ctrl-D. Magic. Чем классны эти носки? Тем, что их классно раскладывать на UV. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Так, rotation не надо. According fabric type. Окей. И layout. Вуаля. Вот так вот мы получили офигенную красивую UV-шку, которую можем потом настраивать, как нам заблагорассудится. Просто вообще отлично, я считаю. Можно потом в фотошопе сюда налепить любые вообще узоры, какие хотите. И давайте посмотрим, что у нас тут. Давайте UV-шку я закрою. На результат. Как вам, друзья? Если еще экспортировать в этот самый... Ага, у нас тут проблемка. Значит, у этого парня нужно нам будет еще одну эту сделать. Такую же линию, в которой мы будем пришивать. Так, это примерно где-то здесь. Так, что-то кривенько. Ну, типа как-то так. Attach. Все, супер. Красота неимоверная. Ребята, показывайте, кто будет делать такие же носки. Кстати, носки-то можно сделать и со складками, и гольфы, какие хотите. Просто вообще покажите свой результат, который, если будете повторять этот урок, покажите, пожалуйста, результат у меня в чате канала, телеграм-канала, ссылка будет в описании. Ну а на этом все. Прощаюсь с вами. Пока.